Приветствую вас, друзья! Огромное вам спасибо за активность и поддержку. 21 июля в столице Бангладеш, Дакке, произошла авиакатастрофа, потрясшая страну. Учебный истребитель F-7BJ военно-воздушных сил Бангладеш потерпел крушение на территории школы и колледжа Майлстон в районе Утара, вызвав пожар и разрушение. Известно, что в 13 часов 6 минут учебный самолет вылетел с аэродрома для выполнения тренировочного полета. Спустя всего 12 минут после взлета, около 13 часов 18 минут, самолет рухнул на территорию кампуса школы и колледжа Майлстон вблизи столовой и двухэтажного здания. Учебный день к тому моменту завершился, но многие студенты и сотрудники еще находились на территории, готовясь к экзаменам или другим мероприятиям. Самолет врезался в стену здания, вызвав мощный взрыв, за которым последовал пожар. По данным пожарной службы Бангладеш, в результате катастрофы погибли не менее 19 человек, включая пилота, лейтенанта авиации Товкера Ислама Сагара. Число пострадавших варьируется в разных источниках, от 100 до 164 человек, из которых более 50 – дети и взрослые с ожогами. Среди пострадавших – ученики и сотрудники учебного заведения, а также случайные прохожие. На место происшествия немедленно прибыли 3 пожарных подразделения, 2 взвода пограничной службы и военные. Спасательные операции продолжаются, так как под завалами могут оставаться пострадавшие. Межведомственная служба по связям с общественностью ВВС Бангладеш подтвердила, что самолет принадлежал военным, но причины крушения пока не установлены. Временное правительство Бангладеш пообещало провести тщательное расследование, а 22 июля объявлен Днем национального траура в память о жертвах. — 21 июля мощный лесной пожар, начавшийся в районе Гейвы турецкой провинции Сакария, вышел из-под контроля, достигнув жилых зон и вызвав эвакуацию 2 населенных пунктов, включая деревню Ташалук. Пожар начался еще днем 20 июля в лесистой местности недалеко от города Гейвы, в районе деревни Ташалук. К вечеру огонь, подгоняемый сильным ветром, распространился на жилые районы, охватив несколько домов. К утру 21 июля пламя перекинулось через границу Сакарии в соседнюю провинцию Белёджик, затронув районы Османели, включая села Козылёс и Бюкиниджи, жителей которых пришлось эвакуировать. Всего сообщается об эвакуации 4 сел, около 500 человек временно размещены в безопасных зонах. По данным властей, пожар затронул не менее 100 гектаров леса и сельскохозяйственных угодий. В Ташалуке огонь уничтожил или серьезно повредил 12 строений, из которых 7 – жилые дома. В результате пожара пострадали как минимум 3 человека, но о погибших не сообщается. Дым от пожара достиг города Эскишехир, находящегося в 100 километрах от эпицентра. Борьба с пожаром осложняется сильным ветром, который периодически меняет направление и усиливает распространение огня. Для тушения задействованы наземные бригады из более чем 200 пожарных, к тушению также привлекли авиацию. Власти рассматривают версию поджога как одну из возможных причин пожара, наряду с природными факторами, такими как аномальная жара и засуха. С начала июля Запорожская область Украины столкнулась с беспрецедентным нашествием саранчи, которое за считанные дни распространилось на центральные районы Запорожья, а также на Винницкую и Одесскую области. Полчища насекомых уничтожают сельскохозяйственные культуры, огороды, сады и даже листву деревьев, оставляя за собой опустошенные территории. Местные власти и фермеры уже бьют тревогу. Нашествие началось в конце июня в прифронтовых районах Запорожской области, таких как Кушугумская община и поселок Малокатериновка. 18-19 июля саранча достигла южных районов Запорожья, а 20 июля раи были замечены в центре города, у железнодорожного вокзала и в Коммунарском районе по улице Ласточкина. По данным Госпродпотребслужбы Запорожской области, плотность саранчи достигает 40-80 особей на квадратный метр, что значительно превышает порог вредоносности.
За неделю насекомые уничтожили значительную часть листвы деревьев в Запорожье, особенно в парках и на улицах, а также повредили посевы подсолнечника, зерновых и овощных культур. Потери урожая в некоторых районах оцениваются от 25 до 100%. К 21 июля саранча распространилась на Винницкую и Одесскую области. В Одесской области, в частности в Теплицкой громаде Болградского района, стаи саранчи покрыли поля подсолнечника и дороги, растянувшись на сотни метров. Экологи и биологи связывают вспышку популяции саранчи с экологической катастрофой, вызванной разрушением Каховской ГЭС в июне 2023 года. Пересохшее дно Каховского водохранилища превратилось в теплые и влажные заросли кустарников, создав идеальные условия для откладывания яиц и развития личинок саранчи. Аномальная жара и длительная засуха в июне-июле 2025 года ускорили размножение насекомых. По словам экологов, отсутствие естественных хищников, таких как воробьи и чайки, также способствовало росту популяции. Город Тернаус в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии оказался под ударом мощных селевых потоков, сход которых начался еще вечером 20 июля после сильных ливней, вызванных активным циклоном в горах Кавказа. По данным главы Кабардино-Балкарии, обильные осадки спровоцировали сход селя по селе-пропускному лотку реки Герхажан-Суу, которая протекает через Тернаус. К утру 21 июля потоки грязи, камней и воды повредили опору моста автодороги А-158, частично разрушив конструкцию и вынеся обломки на прилегающую территорию. К вечеру в Тернаузе продолжались многочисленные сходы селей. Движение по трассе А-158, соединяющей прохладный Баксан и курорт Эльбрус, полностью перекрыто в обоих направлениях. Водителям рекомендовано использовать объездную дорогу через поселок Нейтрино. Частичное разрушение опоры и вынос селевой массы сделали участок непроходимым. В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации, спасательные службы и власти работают над устранением последствий и обеспечением безопасности населения. Жилые дома и социально значимые объекты пока не пострадали, но ситуация остается напряженной из-за продолжающихся сходов селей. В ночь на 21 июля в Нерюнгринском районе Якутии произошла катастрофа. Вахтовый автобус, перевозивший работников горно-обогатительного комплекса «Денисовский», сорвался с 25-метровой высоты на технологической дороге шахты. По предварительным данным МВД Якутии, водитель не справился с управлением, что привело к съезду автобуса с обрыва и опрокидыванию на крышу. В результате аварии погибли 13 человек, включая водителя, еще 20 получили травмы различной степени тяжести. В связи с трагедией 22 июля объявлен днем траура в Нерюнгринском районе. В районе введен режим чрезвычайной ситуации, руководящий состав переведен на круглосуточное дежурство для координации спасательных работ и помощи пострадавшим. Сильные дожди, обрушившиеся на Фучжоу в ночь с 20 на 21 июля, стали причиной схода оползня в одном из автомобильных туннелей на трассе, соединяющей район Миньхоу с центральной частью города Фучжоу в китайской провинции Фуцзянь. По данным метеослужбы, за сутки в Фучжоу выпало до 60-80 мм осадков, что значительно превысило среднюю норму для июля. Оползень произошел около 4 часов утра, масса грунта, камней и воды обрушилась на вход в туннель, полностью перекрыв проезд. Туннель, расположенный на ключевой трассе в районе Миньхоу, является важной транспортной артерией, связывающей Фучжоу с пригородами и соседними областями. Блокировка привела к пробкам на альтернативных маршрутах. По предварительным данным, в момент схода оползня в туннеле не было автомобилей, что предотвратило человеческие жертвы. Местные власти Фучжоу и провинции Фуцзянь оперативно отреагировали на инцидент. К расчистке туннеля привлечены бригады управления по чрезвычайным ситуациям провинции Фуцзянь, на месте работают около 50 спасателей, ведется расчистка и обследование склонов на возможность новых обрушений.
Сильнейший ливень обрушился на Москву 21 июля. За несколько часов выпало до 40% месячной нормы осадков. Сильные дожди вызвали подтопление улиц, метро, парковок и разрушение моста в Наро-Фоминском округе. На Варшавском шоссе выпало до 57 мм осадков, что стало рекордом для этого дня с 1879 года. Затопило улицы, встали автобусы и троллейбусы, сбои произошли и в метро, пострадали станции Ясенево и Теплый стан. По Павелецкой плазе обрушился потолок, в Наро-Фоминске рухнул мост, нарушив сообщение между деревнями. В городе оказались потоплены подземные переходы, дома и даже аэропорт Шереметьево. Стихия также повалила деревья, что вызвало повреждение автомобилей и перебои с электричеством. Для ликвидации последствий МЧС задействовало более 400 человек и 40 машин. У нас есть более подробный видеовыпуск об этом событии, ссылку на который вы можете наблюдать справа вверху. Вчера во Франции, в районе аэропорта Тура-Валь-де-Луар, расположенного в 6 километрах к северо-востоку от города Тур, на границе коммун Тур и Парсимесли, сформировался мощный торнадо. По данным французской обсерватории торнадо и сильных гроз Кираунос, явление возникло под воздействием суперячейки низкого уровня, сформировавшейся в соседнем департаменте Мене-Луара около 8 часов утра. Суперячейка, подпитываемая теплым влажным воздухом и сильными сдвигами ветра, пересекла границу департамента Эндре-Луар около 9 часов 30 минут, а к 10 часам 23 минутам достигла аэропорта. На аэропорт обрушился торнадо, а также интенсивные дожди. Торнадо пересек взлетно-посадочную полосу, вызвав повреждение растительности и временное скопление обломков на парковке. Одно дерево упало на территории аэропорта, но инфраструктура осталась в основном нетронутой. После аэропорта торнадо двинулся на северо-восток, затронув коммуну Рош-Карбон, где были повреждены крыши как минимум 6 домов и упало дерево на линию электропередачи в районе поместья Валенир. Также торнадо затронул коммуны Мосн и Лимери, Релли-сюр-Луар и Рош-Карбон. По данным властей, обошлось без пострадавших. «21 июля Валенсуэла, город в составе столичного региона Филиппин метро Манила, оказался под ударом сильного наводнения, вызванного интенсивными ливнями. Ливни начались в ночь с 20 на 21 июля под влиянием юго-западного муссона, усиленного тропической депрессией Крисинг. По данным Филиппинской службы атмосферных, геофизических и астрономических исследований, в Валенсуэле и других частях метро Манилы выпало от 60 до 80 мм осадков за сутки, что составляет значительную часть месячной нормы. Был объявлен желтый уровень погодной опасности для Валенсуэлы, Манилы, Батаана, Кавите, Замбалиса и Батангаса. Наводнение в Валенсуэле достигло пика к утру 21 июля, когда улицы, включая ключевые магистрали, такие как Мариис, Малинта и Паса-де-Блас, оказались под водой, уровень которой при этом достигал от 15 до 50 сантиметров. В Валенсуэле наводнение затронуло несколько районов, вода местами доходила до пояса. Управление развитием метро Манилы сообщило, что 7 районов в 5 городах региона, включая Валенсуэлу, столкнулись с наводнениями, большинство дорог остались проходимыми, однако на некоторых участках, таких как Коммонвелс-авеню в Кесан-Сити, движение было полностью парализовано. Пострадали от воды жилые дома, магазины и торговые центры, особенно в районах Мариис и Малинта. В Валенсуэле наводнение привело к эвакуации десятков семей из низменных районов. Для всех пострадавших открыты эвакуационные центры в школах, где им предоставляется вся необходимая помощь. Официально о погибших в Валенсуэле 21 июля не сообщалось. Все экстренные службы переведены в аварийный режим работы. Ведется откачка воды в наиболее пострадавших районах, разбираются завалы. 21 июля в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области произошел пожар на магистральном угольном конвейере, самом протяженном в России, длиной 23 километра.
Пожар начался около 8 часов утра по местному времени в районе Никольского Углегорского округа, на участке магистрального угольного конвейера, принадлежащего Восточной горнорудной компании. Сообщение о возгорании поступило в систему 112 в 8 часов 10 минут, к 9 часам пожар удалось локализовать. Возгорание, охватившее 200 метров транспортерной ленты, было оперативно ликвидировано к 10 часов 40 минут благодаря слаженным действиям спасателей и сотрудников Солнцевского угольного разреза. Пострадавших нет, предварительной причиной пожара названа техническая неисправность оборудования. Ведется проверка для установления точных обстоятельств. Мощные ливни обрушились на столицу Пакистана Исламабад и соседний город Равалпинди, спровоцировав внезапное наводнение, повреждение домов и инфраструктуры. Дожди начались в ночь с 20 на 21 июля под влиянием активного муссонного фронта. По данным Агентства по водоснабжению и санитарии Равалпинди, в деревне Саидпур, расположенной в бассейне реки Нула-Лех, за 3,5 часа выпало 145 мм осадков, а в районе Галра — 46 мм. Пакистанский метеорологический департамент зафиксировал более 100 мм осадков в нескольких районах Исламабада и Равалпинди за сутки, что значительно превысило среднюю норму. К утру 21 июля уровень воды в Нула-Лех достиг около 3 метра у Катариан и 1,5 метров у моста Гавалманди, что вызвало перекрытие нескольких мостов и дорог. В Равалпинди и Исламабаде затоплены ключевые дороги, включая автомагистрали и улицы в районах Саидпур, Гавалманди, Катариан и Коммершал-маркет. Вода проникла в дома, магазины и подвалы, повредив имущество. В Исламабаде подтоплены также некоторые правительственные здания. Наводнение вызвало перебои с электричеством в Равалпинди, где некоторые районы оставались без света до 19 часов. В Исламабаде отключения были менее продолжительными, но затронули водоснабжение в ряде домов. Власти объявили чрезвычайную ситуацию в обоих городах, спасательные службы проводят эвакуацию жителей из зон риска, в том числе с помощью вертолетов. В низменных районах экстренные службы проводят откачку воды.